Опа-попа, привет! Сегодня я собираюсь покутурить с вами и ответить на ваши многочисленные вопросики. Короче, Ван Чан задала мне questions. Сколько времени уходит на полноценку и скетч? Ну тут смотрите, какая штука есть. Если ты уставший и ленивый пельмешка, то на скетч уходит примерно 5-10 минут, не больше. А вот на полноценку уходит гораздо больше времени. Чаще всего полноценка для меня это как, скажем, заливка, скетчи и плоские тени. Опять же, смотря в каком я настроении и сколько сил осталось. Уходит на все про все около 2-3 часов, ибо я втягиваюсь в процесс. Это как клей поролонового перенюхать, поверьте, я знаю. А самые долгие полноценки по времени занимали у меня, как я помню, часов 10, если не больше. Обычно такое происходит, когда я выхожу из зоны комфорта и максимально стремаюсь накосячить. Полное видео с петпейнта можете посмотреть в моей группе ВКонтакте. Далее, следующий вопросик нам задает Милки Тан. Что тебя вдохновляет? И как ты вообще начала рисовать и почему? На этот вопрос есть ответ, и он вот в этом ролике. Вот, да-да-да. Обязательно гляньте, это мой первый сторитайм. Далее. Кофе или чай? Я выбираю чай. У тебя есть домашние животные? Если да, то покажи. А если нет, то какого бы хотела? Конечно, есть кошка, улитки, щеглы, скворцы. 2 hours later. И очень много кого. А кот мой самый любимый, но он очень тупой. Полина Захарова спрашивает. Какой самый тупой вопрос тебе задавали? Грёбаные соседи! Знаете, за мою осознанную жизнь мне очень часто задавали тупые вопросы, но самый тупой был от учителя математики. Поясню. Я человек творческий, и математика никак не складывается в голове так, как нужно. За все время, сколько я убила на нее и потратила денег на эту... Я поняла одно. Она недостойна моего мышления. Ей нет места у меня в сердце. Это самое гадкое, что вообще случалось в моей жизни. И если среди вас есть математики или вздыхатели этой сферы, то я никого не пытаюсь оскорбить, либо же обидеть. Это чисто мое отношение к ней. Так, перейду, пожалуй, к вопросу, а то у меня пригорело. Короче, математичка спросила меня, есть ли у меня линейка. А я ей ответила, что да. Вот не поверите, что дальше случилось. Она мне поставила 2. 2 кар. А знаете за что? А я вам скажу за что. За то, что она подумала, что это не моя линейка. Чужая. Чайный перерыв. Далее Михаил Смиров спросил, есть ли вредные привычки по типу пива, курения. Нет и не будет, потому что я пробовала и поняла, что это не мое. Какие цвета любимые и что сподвигло тебя на рисование? Мои любимые цвета на данный момент это неоновый, зеленый, черный. А сподвигло на рисование. И опять же, в первом сторитайме я рассказывала, что ссылка на то видео будет в описании. И последний, 7-й завершающий вопрос от Леры Дмитриевны. Рисуешь ли ты в реалистичном стиле? Так как я человек православный, рисовать людей в реализме для меня не по-христиански. А еще, если хотите поддержать меня, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, а также не забывайте про колокольчик. Это очень важно. Также не забывайте задать мне вопросы в комментариях под видео, чтобы в следующем видео я постаралась ответить на все вопросы. Я дома. Не врывайся так неожиданно, Бака. Я тут вкусняшки принес, еда в холодильнике лежит. Но тогда это другое дело. Спасибо за просмотр. Пока!